Какие виды хлебопекарных дрожжей бывают? Самым распространенным видом дрожжей являются прессованные дрожжи. Этот формат дрожжей чаще всего применяется на больших, средних и малых предприятиях. Также он применяется широко на потребительском рынке. Прессованные хлебопекарные дрожжи, которые поставляются на предприятия, чаще всего расфасованы по 1 килограмму и имеют форму брикета. Такие дрожжи хранятся при температуре плюс 3, плюс 6 градусов по Цельсию или при температуре минус 18 и ниже. Хранение при низкой температуре необходимы для того, чтобы дрожжи сохранились дольше или для транспортировки на большие расстояния. Вторым из самых распространенных вариантов хлебопекарных дрожжей являются инстантные дрожжи. Инстантные дрожжи — это формат сухих быстродействующих дрожжей, которые добавляются непосредственно в муку. Данная форма хлебопекарных дрожжей хранится в условиях сухого склада. Открытые упаковки лучше хранить в холодильнике. Также необходимо избегать перепадов температур при хранении как в случае с первым видом дрожжей, так и в случае инстантных дрожжей. В формате сухих дрожжей бывают и сухие дрожжи, которые требуют предварительной активации. Их отличает форма, как правило, это круглые мелкие гранулы. Также существует и другой формат дрожжей в жидком виде. Это дрожжевое молочко. Такой формат хлебопекарных дрожжей используется в больших предприятиях для простой дозировки в рецептуру, но, как правило, не очень распространен. О том, как производятся хлебопекарные дрожжи и история их создания, я осветил в отдельном видео. На сегодняшний день многие пекарни используют инстантные дрожжи, так как данный вид дрожжей проще для хранения и достаточно удобен при дозировании. Про прессованные дрожжи. Прессованные дрожжи — один из самых распространенных форматов дрожжей, которые используются в современном хлебопечении. Прессованные или свежие дрожжи — это форма дрожжей, которая выглядит вот таким образом. Прессованные дрожжи — это дрожжи сахаромицеты. Дрожжевая клетка имеет овальную или шаровидную форму. В 1 грамме дрожжей содержится 10 миллиардов клеток. Как правило, прессованные дрожжи представлены в формате брикетов различного веса, в большей степени по 1 килограмму. Существует также и потребительская упаковка меньших размеров. Хранение дрожжей осуществляется при температуре плюс 3, плюс 6 градусов по Цельсию. Для более длительного хранения можно хранить при температуре минус 18 и более. Чем выше температура хранения, тем большую активность потеряют дрожжи, и как следствие их дозировка в тесто должна увеличиться. Дозировка хлебопекарных прессованных дрожжей в стандартное пшеничное тесто — это 5% к массе муки. Как же определить вес хлебопекарных дрожжей в тесто? Для этого нужно сделать следующее. 1 килограмм муки нужно умножить на нужный процент дрожжей, в нашем случае это 5%, и разделить на 100. В итоге мы получим нужную массу дрожжей, в данном примере это будет 50 грамм. Для того, чтобы пересчитать вес дрожжей для большего количества муки, в данной формуле вместо 1 килограмма нужно подставить нужный вес муки. При каких факторах процент дозировки дрожжей будет выше? Если в вашем тесте содержится большое количество жира, сливочное масло, маргарин, растительное масло, так как большое количество жира создает среду с меньшим содержанием воздуха, и от этого процесс брожения замедляется. Если вам необходимо ускорить процесс брожения, то дозировка дрожжей может быть незначительно выше, на 0,5%. В случае, если вы используете в процессе производства дрожжи, у которых было неправильное хранение, здесь стоит заметить, что результат в этом случае может быть непредсказуем, так как рассчитать процент дозировки без лаборатории невозможно. Но можно провести тестовую выпечку и примерно понять этот процент. И вот если ваши дрожжи неправильно хранились, то активность их снижена, и как следствие количество дрожжей на 1 килограмм муки будет больше. Также на дозировку дрожжей влияет срок годности самих дрожжей. В конце срока годности процент дозировки муки должен быть увеличен, так как вне зависимости от хранения активность дрожжей с течением времени падает. Здесь хочу привести пример из практики. В летний период времени особенно это видно, потому что температуры достаточно высокие, и иногда транспортировка дрожжей происходит неверно. И как следствие, вот эта дозировка дрожжей к муке может быть существенно больше. Иногда я встречался с таким, что необходимо было количество дрожжей увеличивать в 2 раза, чтобы получить тот же результат, который был до летнего периода. Если вы используете для производства теста опару, то часть дрожжей из основного замеса пойдет в опару. Как правило, это 0,5-0,8% к массе муки в опару. И здесь стоит заметить, что опарный способ тестоведения теоретически может сократить
объем дрожжей в основном тесте. А если вы используете, например, предварительное тесто бига или пулиш, то в некоторых рецептурах возможно и полностью исключить дрожжи из основного замеса. Такой вариант в основном используется для некоторых европейских хлебов. Какая дозировка прессованных дрожжей в стандартном пшеничном тесте? Дозировка дрожжей в стандартном пшеничном тесте во многом зависит от технологии приготовления. Чем дольше брожение, тем меньше содержание дрожжей. Если брать стандартное тесто с общим продолжением брожения в течение 2-3 часов, то в этом случае дозировка дрожжей к муке будет стандартная 5%. Формула пересчета дрожжей на нужное количество муки выглядит следующим образом. 1 кг муки нам необходимо умножить на нужный процент дрожжей. В нашем случае это 5%. И разделить на 100. В итоге мы получим нужную массу дрожжей. В данном примере это будет 50 грамм на 1 кг муки. Дозировка дрожжей может также уменьшиться в случае, если вы используете опару или предварительно сброженное тесто, бига или пулиш, или закваски различного формата. Также уменьшение дозировки дрожжей есть в случае длительного процесса брожения в холоде. Дозировка в этом случае может начинаться от 0,1% к массе муки. Сократить дрожжи возможно в случае, если вы используете закваски. Иногда в некоторых рецептурах, если ваш технологический процесс позволяет достаточно долго ждать, то вы можете и полностью отказаться от прессованных дрожжей. Но здесь стоит заметить, что с использованием прессованных дрожжей все-таки рецептура будет более стабильна. Поэтому мое мнение, что лучшим вариантом для небольшой пекарни полного цикла является все-таки комбинирование дрожжей и закваски. Либо есть вариант, когда мы можем использовать только закваску, и это может быть хмелевая закваска, потому что в хмелевой закваске выводится чистая культура диких дрожжей, и как следствие она может быть достаточно активной для того, чтобы полностью заменить прессованные дрожжи. Жидкие дрожжи — это полуфабрикат, который готовится непосредственно на предприятиях путем выращивания дрожжевых клеток в осахаренной мучной заварке. Наибольшее распространение в промышленности получила рациональная схема приготовления жидких дрожжей, разработанная в 1930-35 годах А.И. Островским. Суть рациональной схемы состоит в использовании для выращивания дрожжей вида сахаромицеллы на осахаренной мучной заварке, заквашенной термофильными молочно-кислыми бактериями. Данный процесс сложный и многостадийный. Для начала необходимо приготовить заварку, потом заквасить эту заварку закваской, а только потом выращивать дрожжи. Также существует вариант производства жидких дрожжей просто с использованием заварки без ее заквашивания. Такая ускоренная технология проще в реализации. При таком варианте производства используется комплексная смесь чистых культур микроорганизмов, которая включает в себя, кроме дрожжей, еще и высокопродуктивные штаммы мезофильных и пропионовых бактерий. Рациональная схема производства жидких дрожжей состоит из следующих стадий. Приготовление осахаренной мучной заварки. Заквашивание заварки термофильными молочно-кислыми бактериями при температуре 48-52 градуса Цельсия. Выращивание дрожжей сахаромицеллов на заквашенной заварке при температуре 28-32 градуса Цельсия. Процесс приготовления жидких дрожжей включает в себя два цикла – разводочный и производственный. В разводочном цикле производится постепенное размножение чистых культур термофильных молочно-кислых бактерий и дрожжей на жидкой среде квасного сусла и мочной осахаренной заварки до количества, необходимого для выращивания дрожжей в производственном цикле. Объем выращивания происходит до объемов, необходимых в производственном цикле. Заварку осахаривают с помощью неферментированной ржаной муки или солода или ферментных препаратов. Продолжительность осахаривания заварки составляет 1,5-2 часа. Затем смешивает осахаренную заварку с частью заквашенной заварки из предыдущего цикла при температуре 48-52 градуса Цельсия и выдерживает до достижения титрируемой кислотности 12-14 град. После этого заквашенную заварку разбавляют водой и охлаждают. И дальше вступает следующая стадия выращивания дрожжей до достижения кислотности 8-12 град с оптимальной подъемной силой. Вот так выглядит способ производства жидких дрожжей на предприятии. Какая дозировка хлебопекарных дрожжей в опаре? Дозировка хлебопекарных дрожжей в опаре зависит от вида опара. Часть дрожжей, которые идут в основной замес,
используется для приготовления опары. Так как опарный способ тестоведения имеет двухстадийный процесс, то в первую очередь готовится опара, а затем уже замешивается основное тесто. Какие виды опары бывают, я рассказывал в отдельном видео. И это будет часть тех дрожжей, которые идут в основной замес. Либо вы можете рассчитать количество дрожжей в основной замес и как следствие пересчитать от количества дрожжей, сколько вам нужно взять для замеса опары. Такое небольшое количество дрожжей обусловлено тем, что опара готовится в течение времени. За период приготовления опары дрожжи накопятся в ней. Опара улучшает технологические характеристики теста, а также укрепляет клейковинный каркас и способствует формоустойчивости тестовых заготовок. Поэтому такой способ тестоведения в том числе применяется, например, для приготовления сдобы. Дрожжи в некоторых вариантах рецептур перед замесом активируют, то есть предварительно выдерживают в полуфабрикатах из муки, иногда с добавлением сахара и других ингредиентов. Для активации дрожжей используют разные схемы. И один из вариантов такой активации может быть вариант, для которого используется питательная смесь из мучной заварки, мука и вода, которая осахаривается неферментированным солодом. Для заварки может использоваться пшеничная или соевая мука. Активируют дрожжи в течение 1-2 часов при температуре 30-32 градуса по Цельсию. Дрожжи в первую очередь из-за особенностей их производства сбраживают глюкозу и фруктозу, в то время как в тестовых полуфабрикатах больше мальтозы. Но дрожжи ее будут сбраживать гораздо позже, если их не активировать. Для чего же активируют дрожжи таким способом? В первую очередь для того, чтобы адаптировать дрожжи к среде в тестовых полуфабрикатах, так как среда в тестовых полуфабрикатах анаэробная, то есть безвоздушная, а в большинстве видов дрожжей, которые выводятся на дрожжевых предприятиях, в основном они приспособлены для аэробной, то есть воздушной среды. То есть процесс их активации в первую очередь это адаптация. В случае такой схемы активации дрожжи смогут максимально усилить синтез бродильных ферментов. Другим вариантом активации дрожжей может быть вариант активации их при помощи опары и опарного способа тестоведения. Также под этот вариант может подпадать вариант с производством опары в формате биги или пулиша. То есть это более длительная опара, которая готовится от 12 часов и более. Это нельзя в полной мере назвать активацией, но этот способ однозначно улучшает процесс тестоведения. Есть и другие форматы активации дрожжей, которые также можно реализовать даже в формате небольшого производства. Для этого в рецептуру для активации дрожжей вводят следующие ингредиенты. Плодоовощные порошки разного формата, яблочный, свекольный, тыквенный. Также могут добавлять концентрат квасного сусла и различные заварки. Могут использовать минеральные соли, сульфат аммония, магния, кальция, цинка, марганца, гидрофосфат калия. Эти соли создают в среде более восстановительные условия. Могут вводить в рецептуру альбумин молока, сыворотку, а также белково-сывороточные концентраты. Активация дрожжей улучшает газообразование, скорость газообразования. И скорость газообразования нарастает до максимума, без перепадов и обратимых падений. Это является объективным критерием адаптированности дрожжей к мучной среде. Здесь следует заметить, что вот эти способы активации, которые я привел в этом примере, они в основном используются на больших предприятиях. И малые предприятия такой процесс не могут использовать, потому что в течение 1-2 часов это достаточно долго активировать, даже если это достаточно большие партии дрожжей. Поэтому зачастую на малых предприятиях, как правило, используются инстантные дрожжи, которые не требуют активации. Но здесь стоит заметить, что если вы проэкспериментируете и проведете проработки в формате активированных дрожжей, то есть вариант, что при таком способе качество ваших изделий заметно улучшится. Возможно, объем изделий будет большим, повысится устойчивость при механической обработке и другие технологические параметры. Нужно ли активировать сухие дрожжи перед замесом? И для чего же нужна активация дрожжей и что она из себя представляет? Для того, чтобы активировать дрожжи, нам необходимо и небольшое количество жидкости определенной температуры, которую нужно взять из общего количества жидкости для замеса. Сухие дрожжи делятся на два типа. Сухие дрожжи и инстантные дрожжи. Сухие дрожжи – это высушенные дрожжи в гранулированном формате.
Инстантные дрожжи — это тоже по сути сухие дрожжи, но в первую очередь их отличает способ сушки. Если в вашем распоряжении оказались сухие дрожжи, как правило, у данных видов дрожжей мелкие круглые гранулы. Этот вид дрожжей требует активации. Для активации достаточно поместить дрожжи в воду или молоко, в случае если оно используется для замеса. Температура жидкости 30-32 градуса по Цельсию. Размешать дрожжи и подождать в течение 5-7 минут. Далее использовать дрожжи для замеса. Что касается инстантных дрожжей, то их можно добавить непосредственно в муку или активировать по описанной схеме. Что дает активация дрожжей? В первую очередь повышает активность дрожжей, что положительно сказывается на стабильности процесса брожения. Основные виды дрожжей, которые используются как в домашнем, так и в промышленном хлебопечении, это прессованные или по-другому свежие дрожжи. И сухие дрожжи нескольких вариантов. В основном распространены инстантные дрожжи. Прессованные дрожжи хранятся в двух режимах. Или при температуре плюс 3, плюс 6 градусов Цельсия. Для сохранения свежести дрожжи могут также храниться при температуре минус 18 и более градусов Цельсия. Такая температура позволяет транспортировать дрожжи на более большие расстояния или сохранять их в течение времени. Важно помнить, что активность прессованных дрожжей разная на разных промежутках хранения. Чем более свежие дрожжи, тем более активны они. И как следствие для них действительно стандартная дозировка к массе муки, которая начинается от 2%. Во многом эта дозировка зависит от состава теста, а также от технологии приготовления. Итак, дозировка сухих дрожжей к массе муки начинается от 0,1% и может доходить до 1,3% к массе муки. Тогда как прессованные дрожжи соотносятся с сухими как 1 к 3 или 1 к 4. То есть для того, чтобы пересчитать сухие дрожжи на свежие, необходимо количество сухих умножить либо на 3, либо на 4. Если нам нужно рассчитать, сколько нужно взять дрожжей на 1 кг пшеничной муки, следует 1000 грамм муки умножить на нужный нам процент дрожжей, например 1,3, в случае если это сухие дрожжи, и разделить на 100. В итоге мы получим нужную массу дрожжей. В данном примере это будет 13 грамм. Если нам нужно пересчитать соотношение сухих к прессованным, нужное количество сухих дрожжей нужно умножить на 4 или 3. Итого мы получим либо 39 или 52 грамма прессованных дрожжей соответственно. Если у вас стандартное тесто, то дозировка прессованных дрожжей будет 5% к массе муки, а дозировка сухих дрожжей 1,3% к массе муки. Способы приготовления заквасок с культивированием микроорганизмов. Пшеничные закваски – это полуфабрикат, получаемый путем сбраживания питательной мучной смеси, водно-мучной, асахаренной мучной заварки, в основном молочнокислыми бактериями. У заквасок богатая история. Такой способ приготовления заквасок является традиционным. При появлении прессованных дрожжей для приготовления так называемой закваски использовали тесто предыдущего приготовления, разбавленного водой. В этом случае вчерашнее тесто также используется для повышения кислотности и по сути выполняет задачи закваски. Процесс приготовления КМКЗ, то есть концентрированной кисломолочной закваски, состоит из двух циклов – разводочного и производственного. В разводочном цикле для производства закваски используют чистые культуры молочнокислых бактерий в жидком или сухом виде. При приготовлении заквасках на бактериях в жидком виде для начала каждый вид накапливает до определенного объема. Сначала в солодовом сусле, а затем в водно-мучной смеси или осахаренной заварке. Здесь стоит заметить, что такая схема производства в основном приспособлена для больших предприятий, так как малые предприятия не обладают достаточным объемом производственных площадей и временем и людьми для того, чтобы готовить закваски по такому принципу. Дальнейшее накопление КМКЗ в необходимом количестве осуществляет путем добавления к готовой закваске питательной смеси, муки и воды и выдерживает при температуре 32-38 градусов по Цельсию и достижения кислотности 14-18 градусов. После накопления необходимого количества производственной закваски ее используют на возобновление, а остальную часть на замес. Данный технологический процесс обновления закваски используется и в пекарне полного цикла. Постоянно
Постоянное обновление закваски необходимо для поддержания ее работоспособности. КМКЗ бывают высокоактивные, используются для экспрессного способа приготовления теста из пшеничной муки. Данная закваска использует мезофильные молочнокислые бактерии и выводится в водно-мучной среде при температуре 35-37 градусов Цельсия. Данный формат закваски отличается повышенной антибиотической активностью по отношению к спорам картофельной болезни хлеба. Закваску отличает высокий pH 3,4 и 3,5 и высокой титрируемой кислотностью 22-25 градусов. Также бывают закваски с функциональными свойствами, такие как пропионово-кислая, комплексная, витаминная и ацидофильная. При использовании заквасок поры, образуемые в тесте, имеют более компактное расположение. Пшеничные закваски оказывают разное влияние на реологическое свойство теста из пшеничной муки. Ацидофильная и комплексная способствует ослаблению структуры теста, витаминная – улучшению упругоэластичных свойств теста, укреплению теста. Закваски с пропионовыми бактериями обладают подавляющим действием на споровые бактерии муки и плесени хлеба. При этом наибольший бактерицидный эффект получим при применении пропионово-кислой закваски. КМКЗ обеспечивает улучшение качества хлебобулочных изделий из муки с пониженными свойствами. На текущий момент в свободном доступе не так много разновидностей чистых молочных культур, которые были бы доступны для большинства пекарен полного цикла. Поэтому самым распространенным вариантом заквасок для пекарни является спонтанная закваска или хмелевая закваска. Данные виды заквасок помогают разнообразить ассортимент современной пекарни и улучшить потребительские свойства хлеба, а также оставаться в тренде пекарни полного цикла. Подписывайтесь на канал «Как открыть пекарню», ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях.